Всем привет! Вы на канале Toy House. Здесь лучшие обзоры для вас. Вот для тебя, для вас всех, в общем, для самых лучших людей. И сегодня я вам покажу, как и обещал, коллекцию первых 10 выпусков, я думал, а оказывается вышло уже 11 выпусков Диагостини, автолегенды, новая эпоха. Покажу, кстати, какие подарки мне пришли. Ну, кроме футболки, я ее показывал на Яндекс.Дзене. Есть это видео. И, кстати, да, все мы знаем, уже многие, да, знают, если ты не знаешь, как бы я тебе сообщу, что, скорее всего, на 90%, что YouTube скоро у нас закроет. И поэтому для вас я создал каналы в Яндекс.Дзене, есть канал, и есть канал на Рутубе. Есть еще группа в ВК, и Телеграм-канал есть, ну, соответственно, еще ТикТок есть. В общем-то, подпишитесь туда, на все эти соцсети, по возможности, да, чтобы не пропускать мои новые видосы, так сказать. Основная площадка это Дзен. Пока что Дзен, но Рутуб пока что я работаю там, как бы раскручиваю потихонечку. Поэтому, ребят, несложно, подпишитесь, мне будет очень приятно вас видеть на своих новых площадках. Поэтому, как бы так, ну, пока работаем здесь, да, пока что все у нас работает. В общем-то, ладно, сегодня у нас автолегенды, новая эпоха на дорогах России. В общем, это вот коробка, кстати, для хранения журналов, она пришла мне в подарки. Я вообще подписан на эту серию, но смотрите сами, как бы, хотите подписывайтесь сюда, хотите нет, это ваше решение. Бывает проще намного купить в магазине, в ларечке или в интернет-магазине. Потому что по подписке я жду очень-очень долго данные модели. У многих уже они есть, а я то, что вот жду по подписке, короче, все это долгий процесс. И еще цена, кстати, данной коллекции увеличилась. Если она стоила раньше, даже вот последнюю я получил за 1500 рублей, то сейчас она стоит уже 1800. Ну, я округляю. 200 рублей стала стоить доставка. Раньше была, по-моему, 100 рублей. Итак, ну зато получаем подарки. Какие подарки? Сейчас я вам покажу. Ну, вот эту коробку. Вот у меня есть вот такой вкладыш. Подарки для подписчиков. В общем, получил я коробку вот такую. Я вам показал. Получил я стикеры. Вот они, стикеры, пожалуйста. Обычные наклейки такие, они как бы глянцевые. Можно сказать, охотник за дайкастом, автолегенды, новая эпоха, машинка подъехала, ну и автолегенды, не знаю куда, на ноутбук можете приклеить, на шкаф, в общем, вот, 3 наклеечки таких, по-моему, 3, больше не было, ну, по крайней мере, я не нашел, куда я мог деть. Дальше, 4-5 выпуск мы очень долго ждали, вот видите, последний я снимал. Дальше что у меня есть еще? По подаркам-то, смотрите, здесь еще футболку я получил. Не получил еще, вот смотрите, какую-то секретную модель, не знаю, что это будет. И кружку, типа, термокружку можно будет получить. В общем, я получил пока что, последний был футболочка автолегенды. Кстати, размер любой универсальный подходит для всех. Вот. Ну, в общем-то, поэтому все. Журнальчик серии. Вот видите, вот эти модели, как бы, и одна добавилась здесь модель. Это добавили УАЗик Патриот, которого вроде как быть не должно было быть, но потом его почему-то сюда добавили. В общем, поэтому получилось 11 моделей. Итак, поехали. Первая модель. Я журналы вам листать не буду, просто буду вот так вот делать. Первая модель. Это у нас была Лада Веста. Вот ее я одну из первых моделей получил, как бы снял на нее обзор. А потом что-то все зависло. И вот она, зелененькая Лада Веста. Многим мне понравились здесь покрышки на колесе. Они очень огромные. Но я тоже так считаю, что они очень большие. Надо менять. Пока я ничего не делал. Просто она у меня как бы стоит и все. В общем-то, вот такая вот модель. Из металла она сделана. И стоила она, по-моему, 300 рублей. Ну, за 300 рублей, ребят, нормально. Да, вот такую Ладу Весту получить. В общем, проработка даже есть небольшая по дну. В общем-то, это первый выпуск. Журнал, в принципе, ну, вот так вот можно и вот так вот делать, да, и вам будет тогда видно. Первый выпуск. Второй выпуск, тоже интересная модель, это Аурус Сенат. Был, кстати, Аурус Сенаты будут выпускать, сказали, в России продолжать, несмотря ни на что. И в этом году, или в следующем, я не помню, должен выйти у нас Аурус, короче, кроссовер или джип, в общем. Я забыл его название. Комендант, что ли, по-моему, так называется. Вот он, вишневый Аурус Сенат, автомобиль, который стоил
На момент обзора я гуглил, по-моему, 29 миллионов или 12 миллионов. Что я уже, короче, забыл. В общем, хотите загуглить и посмотрите, сколько стоит Aorus Senator. Ну, так, прикольная модель. Единственный минус у нее, я считаю, это то, что у нас вишневый цвет. Все-таки я хотел бы в черном, тогда можно ее использовать на своих мини-парадах, да. Обычно я делаю, снимаю. В общем-то, ну, такой вишневый, типа а-ля гражданский вариант. 1.43 масштаб Aorus Senator. Ну, проработка вот по низу. Можете смотреть. Ставим его сюда. Кстати, такая довольно большая модель. Его даже, смотрите, сливается он, да, не видно. Надо вот так вот сделать. Оп. Вот так вот. Вот. Поехали. Следующая модель. Это модель, знаете, какая? УАЗа пикапа. Ну, первая модель, можно сказать, Диагостини с открывающимся элементом. Ну, конечно, это так в кавычках можно обозначить. Здесь у нас, значит, открывался вот так вот багажничек. То есть крышка багажника снималась. В общем, и это все. А так модель вот в целом, ну, такая интересненькая. Но УАЗиков очень много у Диагостини, поэтому как бы в них недостатка нету. Разные, я думаю, еще мы увидим УАЗики какие-нибудь, потому что, видать, формы остаются. И, кстати, да, мне недавно же написали, что модель-то приходит у нас из Китая, соответственно, а журналы печатались в Украине. Вот здесь даже есть, смотрите. И я даже не знаю, будут они приходить теперь или нет. В данных реалиях. Может, и не будет у нас журнала. Номер 4. Один из последних выпусков, который я получил, это Газель. Газель, значит, короче, так не видно будет. В общем, Газелька. Уберу эти журналы. Смысл их, да? Смотреть, все в обзорах я их показывал. Вот так буду ставить. 1, 2, 3. Вот. И вам все видно. Вот сюда можно сдвинуть. 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 Вот она, Газель. В целом неплохая модель, интересная, но нету проработки дна, немножечко неправильные, может быть, диски стальные, да. Цвет не такой оранжевый, не такой насыщенный, как бы хотелось, а в целом, ну, как бы за свои деньги модель стоящая. Я снял обзор со сравнением на наш автопром модели. Кстати, спрашивали, где купить наш автопром. Я же все рассказываю в видео, где покупать можно модели. Я обычно покупаю их в магазине Унамаг. Там как бы много всего. Это не реклама, как бы просто я вам говорю, что там можно приобрести. А так уж смотрите сами. В любых интернет-магазинах полно разных моделей. Еще, по-моему, Kiosk Collection я покупал, да. Ну и, в принципе, это, наверное, все. Ну и, соответственно, какие-то маркетплейсы. В общем, Газель, 4 номер. 5 номер у нас Lada Granta Liftback. Вот такая модель, тоже довольно интересная. Вот она, можно сказать, первая пятерочка автомобилей. Вот так вот выглядит эта модель. Все модели, замечу, сделаны из металла. Вот, кстати, Lada Granta получился очень даже неплохо. И здесь, видите, даже покрышечка на колесе довольно аккуратная. Но как бы на ваш вкус и цвет, потому что у всех разное мнение, кому-то может и не понравится, кому-то нет. И, кстати, знаете, я что заметил? Я думал, что антенны делают на моделях довольно толстые, вот видите, как бы. Но недавно я посмотрел, мимо проезжал, я не помню, какая марка, по-моему, даже Lada Granta, и у нее реально толстая антенна прям. Не то, что тоненькая, как вот бывает, а прям реально толстая, поэтому антенны тут бывают разные по толщине. И смотрите, она что-то кривовата у меня. Ну ладно. Так, поехали дальше. Дальше очень интересная тоже моделька. Это Niva пятидверочка. 5 дверей. 5-я дверь — это дверь багажника. Обращу ваше внимание, кто не знает. 4×4 в серебристом цвете. Довольно распространенная модель. Вот она. Классно сделана. Мне вот эта модель очень нравилась. И нравится как бы... Тоже многим советую приобрести. Довольно тоже редкая модель. Как бы найти в свободной продаже, ну, даже другого производителя можно, но будет очень дорого. Так вот клевая моделька. 6-й выпуск, да? И теперь у нас 7-й выпуск. Ну, что-то вот как-то многим не очень он зашел. Это Lada Vesta SV Cross, потому что есть типа модели
других производителей, ну, как бы они не в 43-м масштабе. Если в 43-м, конечно, это очень классная модель. Поставили нормальные покрышки по сравнению с Вестой. Как бы здесь вот все гармонично смотрится. Не знаю, такой оранжевый яркий цвет красивый. Универсальчик. SV Cross поднятый. То есть Cross, соответственно, то, что он немножко приподнятый, имеет вот такой вот пластиковый обвес. Но у настоящего автомобиля здесь, соответственно, это металл, просто покрашен в черный цвет. В общем, модель тоже довольно прикольная. Ставим ее сюда. Следующая модель у нас вышла Lada Kalina SV. SV, соответственно, универсал. Ну вот здесь вот на обложке почему-то она в серебристом цвете, а вышла она в белом, соответственно, цвете. Вот такая моделька. Тоже очень редкая, можно сказать, модель. Тоже довольно аккуратно все здесь на своих местах находится. Даже рейлинг есть, соответственно. Все так клевенько, аккуратненько в целом сделано. И, кстати, все модели имеют имитацию зеркала, то есть окрашены в серебристый цвет зеркала, то есть имитация зеркал присутствует. Это плюс. Можно отметить, что это плюс. Следующий, 9-й выпуск, это был УАЗ Патриот. Тоже как-то так неожиданно он появился, да, и никто вообще не ожидал, что он будет, но кому-то понравилось, кому-то нет. Ну, в общем, я его тоже не стал пропускать, как бы, и взял в свою коллекцию. Можно сделать из него, я видел, делали Росгвардию, например. Нормально смотрится, обклеивали декалями, мигалочку вешали, и в целом симпатичный Патриот получался. В общем-то, вот такой вот Патриотик. Ставим его сюда. Следующий, 10-й, тоже классная модель. Вот это классная модель. Niva Urban 4х4. 10-й выпуск. И вот она. Симпатичная, очень симпатичная моделька получилась. В целом, коллекция пока что мне нравится. Некоторые модели, да, есть как бы не очень. Но в целом, модели есть довольно классные, симпатичные и как бы, ну, которые редко можно найти по доступной цене. И последняя, завершающая модель, 11-й выпуск, это Lada Priora Sedan. Ой, ее вот прям, по-моему, быстро очень расхватали, не знаю, кому-то. Успели кто-то купить, не успели, может быть, еще выпустят, но, хотя не факт. Вот, в общем-то. Мне нравится. Была бы белая, да, тоже было бы интересно. Но это уже можно как бы самому перекрашивать, самому что-то делать. В целом прикольная. Ждем еще что? 4-ку, 15-ку, да? Я думаю, они тоже будут. Говорили, Аурус будет, по-моему, парадный кабриолет. В общем, посмотрим. Следующий, кстати, выходит вот эта модель Надежда. И многие спрашивали меня, брать, не брать. Берите, ребята, такую модель, потому что производители вообще масштабных моделей, по-моему, ее не делают очень давно. Был кто-то один выпускал, но это было очень давно, и сейчас вот в данной вообще реальности как бы ее нету. Такой модели не найти, поэтому вот эту модель лучше не пропускать, а купить. В общем-то, вот как-то так. Вот такие вот 11 выпусков. Напишите, какая модель вам нравится, может, все нравится, может, вам вообще ничего не нравится. В общем, пишите все свои комментарии. Подписывайтесь на все мои остальные каналы. В общем-то, все. С вас лайкос, с меня видос. Всем, короче, до свидос.